There's a new ride-hailing service on the horizon, but it comes with a twist. Straight out of Siberia, there comes another on-demand taxi application. Самый холодный город в мире находится в Якутии. Зимой там бывает минус 50, минус 60. И мне кажется, это еще, наверное, одна из причин, почему IT-компании там развиваются, да? Dari Siberia ke Jakarta, InDrive bekerja keras untuk mendobrak monopoli aplikasi taksi. Якут Сібірден бастапқы капиталы 1 миллиард 230 миллион доллардан тұратын InDrive атты жаңа ғажайып мәңгілікке қалу үшін келді. Tidak ada tarif tetap di InDrive. Inilah yang membuat InDrive berbeda dari para pesaing besarnya. Так что фактически мы предоставили пассажирам и водителям свободу выбора. Pengemudi memilih pesanan yang masuk dan penumpang memilih siapa pengemudinya. Arsen Somsky, pendiri InDrive berkata, yang jadi penentu adalah manusia, bukan algoritma. Потому что мы заботимся об этих людях. Мы понимаем их. ¿Quién se toma tiempo para ofertar por un viaje? Negociar el precio es más una estrategia de marketing. InDrive is focused on addressing injustice in markets underserved by its competitors. The second place in terms of installations in mobility after Uber and fourth place in travel ahead of Airbnb. How realistic is that? InDrive is the second most downloaded ride-hailing app in the world. Наша главная стратегическая цель – оказать положительное влияние на жизнь как минимум 1 миллиарда человек к 2030 году. Я родился в Якутске, в самом холодном городе мира. Несмотря на то, что климат здесь очень суровый, мои детские впечатления полны солнечных дней или абсолютно белых зимних дней. Я родился в семье ученых. Я всегда много читал. Однажды все мои одноклассники устроили для меня похороны, когда я не пришел в школу. Это была очень хорошо организованная церемония, и они не разговаривали со мной и не замечали моего существования в течение 2 недель. Для меня это было нормально, потому что я не заикался, когда они не разговаривали со мной. Все люди с заиканием начинают заикаться примерно в 4 года. Так было и у меня. И с тех пор я всю жизнь заикаюсь. Но я благодарен за эти трудности, потому что они сформировали меня как человека, как личность. Было время позднего СССР. Это большое государство начало разваливаться. Люди перестали верить в коммунизм, социализм. А еще это было время растущей преступности. Бывали дни, когда у нас не было возможности купить еду. Люди стояли в очень длинных очередях и боролись за еду. Для нас время было трудное. Я родился и вырос в Якутске. По национальности я саха. Культура саха совершенно уникальна, потому что мы живем в самых суровых условиях в мире и далеко от всего. Наши главные ценности — это семья и сообщество. Когда живешь в таких суровых условиях, выжить в одиночку невозможно. Когда мне было 7 или 8 лет, родители сделали мне подарок на день рождения.
Это была очень простая игрушечная машинка. Но эту игрушечную машинку можно было запрограммировать. Ох, как бы это объяснить? Можно было настраивать последовательность шагов и действий. Например, проехать вперед, затем повернуть на 45 градусов, выстрелить 5 раз, вернуться назад на полметра и так далее. Внезапно во мне загорелся интерес к программированию. Я начал читать об IT, о компьютерах. Когда меня приняли в физико-математическую школу, у нас был доступ к компьютерному классу в местном университете. В конце 2000-х годов моей главной страстью была идея создания сильной местной IT-индустрии. Арсена я до этого знал как владельца Якутуру. То есть Якутуру для Якутска это Google. Каждый человек, я уверен, что если он был там, работал в офисе, первое, то, что открывал на компьютере, это Якутуру. Якутуру был главным независимым СМИ Якутии, которая долгое время боролась с негативными общественными явлениями, например, с коррупцией. Мы помогли многим людям. Я считаю, что мы внесли большой вклад в развитие местного общества. Мы подготовили много IT-специалистов и профессионалов. У нас зима долгая, длинная, и утром темно, днем темно, и ночью, понятное дело, тоже темно. И мне кажется, это еще, наверное, одна из причин, почему IT-компании там развиваются, да? Мы жили очень скромно. Иногда полдня не было электричества. В нашей деревне не было центрального отопления, поэтому все приходилось организовывать самим. Люди еще очень выносливые, потому что выносливые и очень, скажем так, в решении каких-то жизненных вопросов и бытовых вопросов, в том числе и проблем, очень быстрые. Зимой очень холодно. На улице минус 50, а тебе нужно ждать автобус. К тому же очень темно. Темнеет в 2 или 3 часа дня. Иногда ждать приходилось по полчаса или даже больше. Ты стоишь на остановке и надеешься, что приближающиеся дни — это и есть твой автобус. Якутск — маленький город, и все друг друга знают. Там есть несколько монополий, и одной из них были службы такси. Несколько компаний, которые знали друг друга. А в предновогодний период они подняли цены внезапно, буквально за день. И цены при этом выросли в 2 раза. Каждый год таксисты повышали цены, но это, так сказать, ежегодная инфляция и так далее. Но в тот год они подняли на 50 рублей. И, конечно, народ как-то, не взбунтовался, да, но это было внутренне всем тяжело. Эта история началась, когда службы такси решили одновременно в один день повысить цены. Это был картельный сговор. И это было нечестно и несправедливо. Я просто создал группу для своих друзей, чтобы они там, не знаю, могли сэкономить на такси, могли друг друга там возить по дешевке и так далее. Да? Потом это вышло из-под контроля. Да? Я пригласил 50 друзей вначале, потом мои друзья пригласили своих друзей, это пошло уже там. Сам я присоединился к группе через несколько недель после запуска, потому что мне порекомендовали ее друзья. Они сказали, что это отличная идея, не нужно звонить такси, ты просто заходишь в интернет и размещаешь заказ. Кто-то пишет цену, и вы договариваетесь. Это было потрясающе и намного дешевле. И всего через пару дней там уже были тысячи людей, которые начали помогать друг другу. Это была настоящая группа единомышленников. Увидев этот органический рост, я понял, что в этом есть очень большой потенциал развития компании. Я наблюдал за социальным феноменом группы независимых водителей, которая в очень короткое время взлетела, и более 50 тысяч человек присоединились к ней, начали активно использовать как сервис такси. Он однажды мне написал ВКонтакте. Он написал ВКонтакте, сказал, я вот такой-то, такой-то, интересует твой проект, не хочешь продать? Арсен заперся с 3 разработчиками. Не беспокойте меня. Дайте мне время на разработку. За несколько месяцев он разработал приложение InDrive. Наша уникальность в том, что мы, по сути, являемся сообществом, как социальная сеть, соединяющая людей, которым нужно что-то сделать, с людьми,
которые готовы потратить свое время на выполнение этих задач. И задачи могут быть любыми. Я думаю, основное отличие в том, что наша деятельность строится на нематериалистической основе. Я расскажу о важном различии, которое заключается в прямом взаимодействии людей. Я помню, как в самом начале, когда это еще была группа в социальных сетях, одна девушка проснулась ночью и осознала, что у нее закончился спрей от астмы. Она позвонила в скорую, но ей сказали, что у них нет свободных автомобилей. Поэтому ей пришлось бы ждать, несмотря на то, что это был экстренный случай. Она позвонила в сервисы такси. Они ей ответили, что не предоставляют такие услуги. Когда она обратилась к людям из группы независимых водителей в социальных сетях, один из участников в кратчайшие сроки доставил ей спрей, тем самым спас ее жизнь. Это хороший пример того, как важно прямое общение между людьми. Многие люди, узнав о нас, начинают активно нас использовать сами, и они приглашают своих знакомых тоже пользоваться InDrive. Сарафанное радио было и остается основным источником новых пользователей InDrive. Все стали пользоваться InDrive. Это было одно из первых приложений, когда-либо созданных народом Саха. А потом он начал расширять бизнес. Нанимать людей, запускаться в нескольких городах России. Затем команда сделала запуск в Казахстане. И Казахстан почти мгновенно стал успешным. Мы видели возможности повсюду. Мы решили делать продукт для таких же людей, как мы, которые выросли в очень похожих условиях. Потому что мы и есть эти люди. Для начала мы сосредоточились на странах, где разные сервисы не так развиты. И именно здесь мы нашли ключ к успеху. Потому что нам не все равно. Мы понимаем этих людей, мы видим их, и они видят нас. Меня зовут Абадая. Мне 15 лет. Я живу в Лагосе, Нигерия. Лагос — это город, в котором можно жить счастливо, но некоторые места разрушены. Обстановка иногда угнетает. Плохие парни обычно создают хаос. А я этого боюсь. Я не люблю драться или попадать в неприятности. Электричество в нашем доме. Они отключили его. Обычно мы платим 4000, но они подняли цену до 15, так что мы не можем позволить себе его оплачивать. Мне кажется, что я просто нахожусь в мире, где нет ничего, что могло бы работать или двигаться. Я люблю рисовать. И обычно рисую героев из мультиков. Мне просто нужно было нарисовать супергероя. Кого-то, кто может помочь справиться с проблемами, которые происходят в мире. Я верю, что мы приходим в этот мир, чтобы помогать друг другу. Если ты не помогаешь, для чего ты еще существуешь? Именно это меня вдохновляет. По субботам и воскресеньям я хожу в пожарную академию. На тренировках жарко, как в адской печи. К концу у меня обезвоживание и жуткая усталость, но я все равно получаю огромное удовольствие. Меня зовут Лизет Гуаделупе Мартинес Эстрелар. Мне 32 года. Я родом из Сальтильо. Я работала в полиции. Каждый раз я садилась в патрульную машину и думала, сегодня мы кому-то поможем. И это то, что мне больше всего нравилось, потому что на работе у меня была возможность действительно помогать людям. Из-за разных смен было трудно совмещать материнство и работу в полиции. У моего сына, самого младшего, начались проблемы. Доктор сказал, что это чисто психологические проблемы.
Это понятно, я проходила через развод. Я чувствовала вину, потому что проблема возникла из-за меня и его отца. Как будто я причиняла ему вред. И это больно. Ох, как это больно. Меня зовут Айтам, я живу недалеко от Богора. В младших классах у нас часто проводили проверки причесок, и мои друзья получали нагоняй. Я сказал им, чтобы они стригли волосы у меня. Когда я стригу седые волосы, мне иногда становится грустно. Они напоминают мне об отце. Мой отец умер, когда я учился в средней школе. Когда я учился стричь волосы, я экспериментировал на отце. У него было много седых волос. Да, заберись на дерево. Просто возьми лимус, хорошо? Да. Этого вполне достаточно. Она хочет пойти в кино. Если отец не разрешит, она не пойдет. Вы часто ходите в кино? Она никогда раньше не была в кино, но очень хочет. То есть вы никогда не смотрите фильмы вместе? Нет, никогда. Тогда у меня была постоянная работа. Когда началась пандемия ковида, меня уволили. Моя дочь в это время болела. Когда она заболела, я с ума сходил от мысли о том, как достать деньги на ее лечение. Единственным выходом было занять денег у брата и отвезти дочь в клинику. Что объединяет многих людей из развивающихся стран? Это желание жить лучше. Желание иметь чуть больше комфорта, чуть больше удобства, чуть больше времени для себя. Арсен, я и еще несколько человек ездили по всему миру, опрашивая людей, чтобы понять ситуацию с разными локальными сервисами перевозок и выяснить, какая из стран может стать для нас следующим большим рынком. После 1000 интервью мы сначала запустились в Латинской Америке, в городе Салтийо. Когда мы запускались в Латинской Америке и других странах, я даже не понимал, как покупать билеты в такие дальние страны. Когда мы переехали в город, мы не знали, как искать место под офис. Что нужно гуглить в таких случаях? Как снять квартиру? Я зашел в одну из местных групп в соцсетях и написал: «Есть здесь кто-то, кто говорит по-русски?» И в этом прекрасном городе нашелся человек, который учился в университете в России. И он ответил: «О да, приезжайте в Салтийо, я вам помогу». Я говорю: «Я вам заплачу». Он сказал: «Нет, я просто хочу попрактиковать мой русский». И так я понял, это тот самый город. Я ушла из полиции, потому что устала от службы. И я знала, что мне нужно быть с сыновьями. Поэтому мне пришлось искать работу или заработок, который бы позволял содержать дом и 2 детей. Но при этом не отнимал бы у меня столько времени, что на детей его не остается. Впервые я узнала о InDrive от своей сестры. Она сказала мне: «Ну, ты же работала в полиции и патрулировала. Ты много знаешь и умеешь водить, так что давай». А я ответила: «Что ж, звучит неплохо». Мой профиль проверили, и на следующий день или около того я уже могла приступить к работе. Моя дочь болела, и я сходил с ума. Затем друг предложил мне: попробуй зарегистрироваться в InDrive. Это новое онлайн-приложение для заказа поездок, и им очень просто пользоваться. Просто попробуй зарегистрироваться. После регистрации мою учетную запись активировали очень быстро. Затем я пополнил баланс и смог сразу же приступить к работе. По сути, модель заключается в том, что есть справедливая цена, о которой могут договориться пассажир и водитель. Я думаю, это очень мощная концепция, потому что во всем мире люди привыкли к тому, что они все меньше и меньше контролируют цены на проезд, такси и других сервисов. Так что фактически мы предоставили пассажирам и водителям свободу выбора. Пассажир может выбрать любого водителя, любую машину, какую он захочет. И если он или она хочет заплатить меньше, но подождать немного дольше, то так тоже можно. В других сервисах для заказа поездок в пиковое время цены могут возрастать в 2, в 3 или в 4 раза. И никто не знает,
Почему, например, в 2 раза дороже, а не в 1,5? Эти компании хотят заработать больше денег. Так что очень легко понять, что существует вероятность ценовой манипуляции. В InDrive это невозможно, потому что люди сами устанавливают все условия своих поездок, и вы можете предложить свою цену, если вы пассажир. А водители могут решать, интересно им это или нет. Если они считают, что это слишком дешево, то они могут предложить свою цену. А для водителей, во-первых, у нас одна из самых низких комиссий на рынке, что на самом деле важно в тех странах, где мы работаем. Во-вторых, заработок водителя зависит не только от того, сколько времени он или она работает. Так что, по сути, им не нужно перерабатывать. Они могут свободно устанавливать свой собственный график и быть действительно гибкими в том, сколько они работают и сколько зарабатывают. В других сервисах водители часто видят только точку А, откуда они должны забрать пассажира. Они не видят точку Б и не видят цену. Даже если в каких-то странах они видят точку Б, то они не могут отклонить заказ, так как если они это сделают, система их может заблокировать. Эти компании пытаются сделать из водителей кого-то вроде полуроботов. Мы даем справедливость и свободу выбора. С нами водители становятся малыми предпринимателями. Я заметила, что в этом году количество женщин-водителей в InDrive значительно увеличилось. Если там есть женщины, значит, это безопасно. Поэтому все больше женщин стало регистрироваться. Многие из них, как и я, начинали в одиночку. Поэтому я создала группу, где женщина может связаться с другими женщинами-водителями, если ей нужна помощь. И я или любая другая женщина из группы поможет. Сейчас в этой группе 20 женщин-водителей. Сила сообщества – одна из главных свойств нашего приложения. Оно про сообщество, про семью, друзей. Они заботятся о своих родственниках, о своих близких. Поэтому, когда они находят что-то, что им нравится, они сразу же делятся этим с близкими. В некоторых городах приложение выстрелило мгновенно, потому что они говорили: «Вау, как это работает, мне нравится». И они рассказывали о нас своим семьям. Они как будто становились нашими агентами. Мы видели, что пассажирам нравится наше приложение, и водителям тоже. Наши показатели росли каждую неделю. И уже через несколько недель мы отпраздновали рекордное количество пользователей в Мексике. Мы праздновали недолго. Надо было двигаться дальше в другие страны и города. Через год мы были во всей Латинской Америке. Мы работаем в таких потрясающих городах, как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Мехико, Нью-Дели, Калькутта, Мумбаи, Джакарта. Но не только в больших, но и в маленьких городах, и даже в деревнях. Например, Аруша, маленький городок в Танзании, или городок еще меньше в Южной Африке, у которого даже нет собственного названия. Это всего лишь пригород Йоханнесбурга. Или в маленьких деревнях в Казахстане. И мы даже работаем в городе под названием Уберландия. Он находится на юге Бразилии, на островах Карибского бассейна, Бангкоке, на острове Пхукет, в Куала-Лумпуре, по всему миру. Меня это очень вдохновляет. Мы хотим показать, как построить процветающий финансово успешный бизнес на нематериалистической основе и позитивном влиянии на мир. Это наш способ переосмыслить капитализм. Мы дискаунтер. По сравнению с конкурентами, комиссия для водителей ниже. Но при этом это ограничивает наши финансовые ресурсы. С другой стороны, наша бизнес-модель притягивает больше пользователей. Мы сосредоточились на развивающихся рынках, и потребность в свободном передвижении здесь просто невероятная. Представьте, что было бы, если бы вы не могли доехать до родителей, увидеться с семьей, друзьями. Представьте, что вам трудно добираться до работы или что есть место, где вы могли бы заработать еще немного денег, если бы могли до него добраться. Сделать передвижение доступным на всех этих развивающихся рынках – это первый этап борьбы с несправедливостью. Что делает компанию революционной? Так это видение Арсена.
Арсена и его решение переосмыслить капитализм. На каком бы совещании мы ни были, что бы мы ни обсуждали, у него появляются новые, более масштабные, лучшие идеи. Помните сцену из фильма «Бойцовский клуб», где они стоят перед сгоревшим автомобилем и обсуждают, что один из крупных автопроизводителей допустил серьезный дефект в топливных баках. Этот дефект приводил к авариям со смертельным исходом, даже в небольших ДТП. И этот автопроизводитель подсчитал, что если они будут платить семьям погибших, для них это будет выгоднее, чем возвращать неисправные автомобили и устранять дефект. Вот с такими вещами мы боремся. Это то, что мы собираемся изменить. Выручка важна, и маржа, которую вы получаете, тоже важна, но они не являются целью. Это просто результат того, что мы делаем что-то, что нравится людям. Наша цель как компания — сделать мир лучше. В InDrive есть несколько направлений бизнеса: междугородние перевозки, курьеры, грузоперевозки. Люди используют InDrive для доставки, а также, чтобы навестить родных, живущих по всей стране. Эта компания нацелена на эксперименты. Пробовать то, что другие, возможно, не пробовали. Пробовать то, что другие, возможно, пробовали и потерпели неудачу. Так что это не мешает нам делать все по-своему. Когда вы строите компанию на какой-то нематериалистической идее, вы можете подумать, что такой подход вызовет проблемы в отношениях с инвесторами. Но если вы используете нематериалистические принципы и при этом достигаете отличных, сильных финансовых результатов, это меняет ситуацию. Мы были в Кремниевой долине, в Сан-Франциско, и отправились на встречу с инвесторами. Это было очень важно для нас. Мы заранее готовились к этому с Арсеном. Это был прекрасный особняк. А на встрече с нами легенды венчурного инвестирования из Кремниевой долины. Они просто сидели там. Арсен заходит, как ни в чем не бывало, занимает лучшее место в комнате, и все такие «Окей». И он начал говорить с ними с такой силой и верой, что все были очарованы. Потом он взял игрушку-неваляшку. Как вы знаете, это символ нашей способности преодолевать трудности. Он говорил о нашей адаптивности, о том, что наш бизнес был очень эффективен и так далее. Потом он положил игрушку на стол, и все такие, что это? Почему какой-то случайный парень из народа Саха вытаскивает какие-то игрушки, когда речь идет об инвестиции сотни миллионов долларов? И когда встреча закончилась, одна из наших инвесторов спросила, можно ли оставить игрушку себе, потому что она была очень впечатлена. И потом они просто сказали, хорошо, мы в деле. Можно найти первоклассных инвесторов, которые заинтересованы и в росте своего капитала, и в позитивных изменениях в мире. Я считаю, что новое поколение, включая инвесторов, гораздо более сознательные люди. Они гораздо более заинтересованы в социальном равенстве, сохранении окружающей среды, социальной справедливости. Происходило что-то прекрасное, потому что мы все заглянули в будущее. Такое иногда случается с Арсеном, когда вы с ним разговариваете, а он чем-то очень вдохновлен. Это как разлом во времени и пространстве. И ты живешь там вместе с ним. Когда Арсен пришел к нам и сказал, что мы запускаемся в Нью-Йорке, в глубине души я сомневалась, что из маленького города в сердце Сибири мы сможем запуститься в этом огромном мегаполисе с миллионами и миллионами людей. Но нет ничего невозможного.
Если вы можете добиться успеха в Нью-Йорке, то сможете и где угодно. Это было для нас стимулом. И мы упорно работали, чтобы все получилось. И мы добились больших успехов. Поскольку у монополистов, как Uber и Lyft, очень высокие комиссии для водителей. И у водителя нет выбора. Я помню первый день, когда прилетели в Нью-Йорк. Ехала из аэропорта Кеннеди на Манхэттен и не верила, что на самом деле там. Мы купили мебель в Икее, сами собирали эту мебель. Было очень весело. Мы открыли офис и начали нанимать водителей. Мы сидели в Рокфеллер-центре с прекрасными видами. Это вызывало во мне такое волнение. И мы запустились. У нас было так много поездок, и мы росли. Я помню, как мы заказали Кадиллак через наше приложение и ехали в нем на Манхэттен. Это было очень вдохновляюще. Мы с Надей ехали в междугороднем автобусе. Вдруг позвонил Арсен и сказал: «Таня, что-то происходит. Мы видим очень много кейсов мошенничества в приложении». Мы теряли деньги каждый день. Наше приложение взломали. Мошенники использовали краденые карты для оплаты поездок. И за несколько месяцев нам пришлось вернуть бизнес. Такая неудача. Но это был очень важный урок для нас. Мы сделали шаг назад и стали упорно работать над улучшением процессов, над созданием лучшего продукта, над повышением экспертизы для старта в развитых странах. Да, запуск Нью-Йорка нам дал большой опыт. Пусть даже мы там и не закрепились. Вообще, в компании интересно, да, например, сам Арсен говорит, что на ошибках нужно делать выводы. И на этих выводах там, да, учиться и не допускать их в будущем. Когда началась война, мы в один день потеряли свою родину. Конечно, это было большим потрясением для нас. Очень большой болью. Первые несколько часов я был в шоке, не мог ни о чем думать, потому что все это не укладывалось в голове. А затем, как операционный директор, я должен был действовать. Мы должны были спасать наших сотрудников в этой ситуации. В первую очередь, наших сотрудников в Украине. Нам нужно было перевести около 1000 человек из России в другие страны. У них всех были семьи, социальные связи, планы и так далее. И за очень короткое время они все это потеряли. Людям было очень-очень сложно. Объявили вот эту военную операцию, была первая мысль, что у моих детей больше нет будущего. Потому что когда нет выбора, нет будущего. То есть выбор должен быть всегда. Хороший, плохой, разный, но ты имеешь право выбирать, как свободный человек. InDrive организовал общий перевоз своих сотрудников и их семей. Просто перевести такое большое количество людей за такой короткий срок, организовать, помочь им совсем. Мы до сих пор получаем поддержку от компании, они до сих пор помогают оплачивать за ту же самую квартиру, помогают со школой детей. Намного облегчило вообще весь процесс. Это все-таки мое четкое решение о том, где я сейчас хочу находиться, а где не хочу. Но я точно знаю, что я делаю все для того, чтобы у моих детей был выбор в конечном итоге. И как бы в целом я здесь ни разу не столкнулась с хейтом,
потому что я из Якутии. У меня муж, когда вот показывал мне квартиру, вот ходил с телефоном, мы с ним по-якутски разговаривали. Он такой: как здорово, типа, как интересно звучит, чем-то похоже на наш язык. Арсен всегда ставил на первое место людей и то, как любая ситуация скажется на людях. Поэтому он так хотел и поддерживал релокацию. Именно люди делают бизнес. Приложения написаны людьми. Работу в разных странах выполняют люди. Стратегии разрабатываются людьми. Мы переосмыслили видение и миссию компании. Мы запустили множество новых направлений бизнеса и некоммерческих инициатив. Эта супермиссия по борьбе с несправедливостью создает очень прочный фундамент для развития компании на многие годы вперед. Очень важно чувствовать, что нас объединяет видение, которое имеет огромный смысл для всех. И также очень важно действовать в соответствии с ним. Так ведь? И это то, за что мы отвечаем в маркетинге. Мы заботимся о том, чтобы это все становилось реальностью. Мы назвали это InVision. Это важная часть компании. Мы реализуем 10 некоммерческих инициатив, и они становятся все более масштабными и глобальными. Стартим — это программа, которая помогает школьникам из развивающихся стран вступать, становиться, точнее, лидерами нового типа через образование. У нас был урок по гражданским делам, когда в школу пришел мистер Виктор. Организация под названием Begin It at InDrive приехала, чтобы научить студентов писать код для игр. Они могли выбрать 15 человек. Мы запустили некоммерческую инициативу Begin IT в 2013 году. Основная идея заключалась в том, чтобы обучать детей в отдаленных сельских школах и домах основам информационных технологий и мотивировать детей к выбору карьеры в технологической сфере. Я решил сделать это, потому что помню свой первый импульс заняться информационной технологией, когда я получил от родителей игрушечный вездеход. Я знаю, что иногда достаточно такого небольшого импульса, чтобы изменить всю свою будущую жизнь. За последние 10 лет мы сотрудничали с более чем 120 школами и детскими домами в 13 странах. Кодинг обычно приносит мне удовольствие. Я изучаю создание игр, создание веб-сайтов. Они учат нас не только программированию. Нас немного учат работать с CorelDRAW и рисовать на компьютере. Невероятно, когда смотришь на то, как это влияет на жизнь студентов, дает им возможности, о которых они, кажется, даже не подозревали, и позволяет им обрести навыки и уверенность в себе совершенно другим способом. А следующим проектом, который будет запущен онлайн, станет открытие нашего университета в Казахстане, бесплатного для всех желающих, открывающего совершенно другие возможности в жизни. Мы переходим в новый этап развития Begin IT. Теперь мы будем называть это Begin It. Начни это. Мы будем искать детей, которые обладают лидерским потенциалом и от природы стремятся отдавать, а не только забирать. Я вот на самом деле просто обожаю своих детей. Я их так называемые дети из стартима. Они просто вообще потрясающие. Когда с ними общаешься, ты чувствуешь вот этот заряд энергии, заряд вот того, когда тебе только, там, не знаю, 16-17 лет, и все впереди, и весь мир у своих ног. И вот это я всегда так ощущаю, вот эту энергетику приятную. Представьте себе 1, 2, 3 таких ребят. Представьте, что мы помогаем им стать лидерами в своей стране, лидерами в своем регионе, лидерами в своем мире. Это меняет жизни десятков и сотен миллионов людей. Если мы найдем хороший способ сделать это, то мы сможем подготовить много влиятельных лидеров. Я верю в образование. Речь идет о помощи в создании сообществ, которые могут помогать себе сами, которые могут расти, поддерживать стартапы, поддерживать развитие в тех уголках мира, где ничего подобного никогда не было.
И мы знаем, что для этого нужно. И мы можем помочь активизировать это, запустить, зажечь маленькую искру, которая превратится в пламя, которая превратится во внутренний огонь в сердцах людей на местах. Мы не называем это благотворительностью или социальной деятельностью. Это одна из форм осуществления миссии InDrive. Вперед, отпускаем. Так что да. Такой подход дает нам много внутренней силы, внутреннего драйва, inner drive, InDrive. Большинство посетителей моей парикмахерской — ученики. Если вы хотите прийти сюда постричься, просто приходите, если я дома. Не нужно думать о том, есть у вас деньги или нет. Какая прическа? Вот это. Мгм. Это для тех, у кого нет родителей, для сирот. Если у вас длинные волосы, вам не нужно думать о деньгах. Приходите, я вас постригу. Я помогу. Я обязательно помогу вам хорошо выглядеть, вместо того, чтобы получить выговор от учителя в школе. Если у вас нет родителей, особенно те, кто потерял отца, я тоже пережил это испытание и знаю, каково это, когда теряешь отца. Я всегда работаю по ночам. Потому что девушки, которые ходят в бар, тоже должны возвращаться домой в безопасности, без домогательств, без помех. Даже если они пьяны, им нужно знать, что они безопасно вернутся домой. Это очень важная причина, по которой я работаю по ночам. Я запустила проект, и женщины-водители из группы присоединились к нему. Если вы подверглись домогательствам или насилию, и у вас нет денег, мы бесплатно отвезем вас домой. Я хочу помогать. Я хочу помогать им. Материнство хорошо сочетается с InDrive. Мне нравится, что я свободна и могу заботиться о своих детях. А если мне нужны деньги, я иду работать, получаю деньги и возвращаюсь домой. Но я верю, что даже если я найду другую работу, я продолжу сотрудничать с InDrive. У меня все получится. Многие люди создали новые вещи с помощью технологий. И я тоже. Я хочу привносить больше новых идей, чтобы люди могли пользоваться ими и делать свои дела проще. Моя самая большая мечта — расследовать преступления. Я хочу помогать в борьбе с киберпреступностью. Я просто хочу, чтобы всем вокруг меня было спокойно. Я хочу помогать людям, которых угнетают по всему миру. Обычно кино начинается в 4 часа дня. Тогда вы сначала забираете ее, а потом высаживаете. Не будет поздно? Нет, все в порядке. Обычно люди ходят в кино во второй половине дня. Мы можем пойти вечером, да? Да, после вечерней молитвы можно. Есть один сеанс около 18:30. Отлично. Поехали. Нарны қарды чоңқытық, секке тылды есемейдек. Тыгар күнні сыластық, ес сүрік біттен, естіміннек алғы тұрғым. Ал оп бұтын, еді бұтын, аяттар бұт, араңатчылы тұрдынар. Жаллах бұлғым. И теперь надо, огонь мы покормили, сейчас надо покормить землю. И также обычно кормим тремя ладушками. Вот, ну все. Мы сделали все наши взгляды.
Я абсолютно уверен, что мы живем в мире, который нельзя объяснить только законами физики. В моей жизни было несколько случаев, когда я это видел собственными глазами. Когда мне было 6, стоял солнечный день. Я не помню, как я оказался в том месте совсем один. Это был луг, усеянный кустами и деревьями. И что-то маленькое начало падать на меня с дерева, коснулось моей головы и рассыпалось в мелкую пыль. Я услышал хор голосов, который пел в необычной манере. Много лет спустя я узнал, что такой тип пения называется горловым. Но тогда я испугался. Придя домой, я рассказал маме эту историю, но она не поняла меня. Мне было всего 6 лет, и объяснить, что произошло, мне было очень сложно. В моей жизни было несколько таких случаев. И я знаю, что мы живем в гораздо более сложной вселенной. У меня было счастливое детство, но иногда у нас не было еды дома. Иногда зимой могли отключить электричество на несколько дней. Этот опыт позволяет лучше понимать людей во всем мире. Потому что мы с маленького города, и нам всегда казалось, что где-то там более профессиональные есть люди. А мы простые ребята там, да, с деревень, я сам лично с деревни, да, всю жизнь прожил в деревне. Вот. И это прикольно, что, кажется, можно. Я думаю, самый важный урок, который я получила от Арсена, это идея о том, что нет ничего невозможного. Нужно преодолевать препятствия, преодолевать вызовы, нужно расти и становиться сильнее. Нужно развиваться и с каждым разом становиться еще сильнее. В жизни лучше делать фокус не на целях. Лучше фокусироваться на пути, на путешествии. Если вы делаете что-то важное, значимое для вас, и при этом развиваете внешний мир, то с каждым шагом в своем путешествии вы получаете все больше и больше. Это то, что никто не сможет у вас отнять. Это несгораемый остаток. Даже если вы не достигнете вершины, вы получите что-то ценное. И такая установка придаст вам больше уверенности. Что очень интересно, вы тогда с большей вероятностью достигнете вершины. Весь успех InDrive строится на невероятной команде, на их огромной мотивации и таланте. Я бы хотел поблагодарить всю команду за веру в нашу миссию, за преданность компании, за то, что вы со мной. Спасибо.